Время от времени я получаю комментарии и вопросы под видео с обзором моего первого и пока единственного байка Honda NC750 с автоматической трансмиссией. Вопросы обычно про то, удобно ли на нем в пробке, как автомат себя ведет в горку, сложно ли ездить без сцепления и тому подобные вопросы, которые связаны непосредственно с управлением данным мотоциклом. В декабре будет год, как он у меня, и накануне, так сказать, нашей с ним годовщины я решила сделать видео с итогами или выводами, которые я бы хотела озвучить, рассказать вам в этом видео. Так что если вы еще раздумываете о том, чтобы сесть на мотоцикл или сомневаетесь насчет автоматической коробки, то я надеюсь, этот ролик будет вам полезным. Не переключайте, подписывайтесь, можете даже поддержать меня лайком. А я пока прикручу камеру, и мы начнем. Поехали! Первое, с чем очень сложно смириться для человека, который впервые сел на Хонду с автоматом, это то, что на самом деле левую руку вот некуда деть. Единственное, зачем тебе левая рука, это чтобы подавать встречным мотоциклистам приветственные знаки или чтобы чесать нос на светофоре. Кроме ситуаций, когда вы собираетесь снять с ручника или включаете сигнал поворота. Я, как неопытный байкер, в первый же день, когда мне предложили сделать тестовый круг вокруг дилершипа, едва осталась жива, потому что меня, как и всех, учили ездить на мотоцикле со сцеплением. И в ситуациях, когда я чувствовала, что пока не очень хорошо владею мастерством откручивания ручки, я предпочитала компенсировать это удерживанием сцепления в так называемой серой зоне. А в день, когда мы выбирали мне байк, и я села на него второй раз в жизни с тех пор, как получила свои мотоправа, мне дают мотоцикл на короткое ознакомление. Рекомендуют самостоятельно проехать пару кварталов и вернуться. Окей, думаю я, проедусь по прямой, поверну направо, раз, другой, в общем, делов-то. Я аккуратно делаю кружок по району, и на обратном пути при заезде на парковку возле мотосалона передо мной открывается такая небольшая канавка в виде ливневки. И вместо того, чтобы спокойно в нее скатиться и выкатиться, я с перепугу схватилась за ручку, потому что побоялась, что байк будет скользить в повороте, и мне как-то не хотелось упасть. Короче, левая рука схватила воздух, а правая за ручку. Я хоть и держала пальцы на тормозе, все равно выкрутила газ до полного, и я полетела в стену того самого салона. В последние секунды я таки решила, что удар будет малоприятным, и сманеврировала в кусты, из которых также ловко вернулась на тротуар, до смерти перепугав менеджеров салона, которые выбежали меня ловить. Как вы понимаете, в этот день на мотоцикл я больше не садилась. И вообще боялась подходить к нему еще неделю. Потом ужас прошел. Мы с друзьями поехали на парковку, поездили на ней пару часов, и уже после этого управлять им стало намного проще, понятно и вообще в кайф. Но наше первое знакомство осталось со мной на всю жизнь. Что касается езды в пробке. Мне понадобился где-то месяц, чтобы побороть в себе страх проезда в междурядье. Насмотришься ваших видео про то, как кто-то перестраивается без поворотников, и перед глазами сразу рисуются нелицеприятные картины. Водители пробки все тупо в телефонах, и если какой-то старый Харлей еще можно услышать за километр, то Хонду никто не видит, не слышит, и лишний раз подставлять себя под колеса мне тупо не в радость. Обычно я еду либо на хвосте какого-то борзого байкера, который как Моисей открывает мне путь, либо просто борзею и сигналю тем, кто тупо не хочет меня замечать. Лучше пусть они удивляются, какого я включила гудок, чем встретимся в суде за наезд. В плане управления и маневрирования в пробке могу только похвалить Хонду. Если у вас все в порядке с балансом и нет проблем с медленной ездой на других стритбайках, то и на этом проблем возникнуть не должно. Ну и не забываем использовать задний тормоз, особенно в пробке. Тормозит мягко. Не нужно переживать, что нечаянно зацепишь ручку и улетишь в другую машину. Я вообще очень много использую именно вот этот вот ножной задний тормоз в подобных ситуациях. И когда нет необходимости экстренной остановки, а нужно просто аккуратно регулировать скорость на низких оборотах, когда съезжаю с горки, задний тормоз очень выручает. По подвеске. У меня реально есть вопросы к подвеске,
особенно передней. Она не регулируется. Я не могу зажать переднюю вилку, чтобы сделать ее более упругой. Меня откровенно подбешивает тот факт, что при экстренном торможении мотоцикл клюет носом. Я не могу сказать, норма это или нет, но я видела, как можно регулировать жесткость вилки в спортивных байках и как это улучшает управляемость. Я бы хотела, чтобы и у моего мотоцикла можно было отрегулировать ее под мой вес, под мою манеру езды и вообще как-то под меня. Седло. Лично мне мягкое, комфортное. К задней подвеске особо замечаний у меня нет. Кто-то писал в комментариях, что оно деревянное. Возможно, вы не там ездите. Если это бездорожье и нужно переехать какую-нибудь кочку, там лежачего полицейского, я всегда привстаю на подножках. Мне это вообще не трудно, и реальная причина, почему я не люблю круизеры, это именно в том, что ноги уходят вперед и невозможно привстать и изменить положение тела. Хотя, конечно, знаю тех, кто на своих круизерах ездит на одной ноге в позе ласточки. Но это точно не про меня, во всяком случае, пока мои дети не достигли совершеннолетия. Экстремального шоу на моем канале я никому не обещала, так что терпите. С вами самый безопасный автомотоблогер из всех, кого вы до этого знали. А седло даже после 7 часов на мотоцикле лично у меня никакой ненависти не вызывает. Мягкие края, нигде ничего не врезается, нигде ничего не давит, но, может, конечно, от самой попы зависит. Лично моя чувствует себя в нем отлично. В отличие от многих других не менее прикольных байков, Honda позаботилась о куче вещей, которые могут понадобиться вам при первой же поездке. И одна из них – нормальная ветрозащита. Я пробовала ездить на мотоцикле без ветрозащиты, и я вам скажу, что это то еще удовольствие. Та, что установлена прямо с салона, нормальная, но я все же рекомендую добавить вот такое вот крылышко, которое еще лучше срезает встречный поток воздуха, и на скорости за 100-120 км в час вообще не будешь ощущать никакого давления. После 120, наверное, хочется уже втянуть шею, но опять же, говорю только за себя. Например, мой муж, который ехал на мотоцикле больше 120, не жаловался, даже когда этого дополнительного пластика не было. Хватает ли мощности? Лично мне пока окей, но если на совсем малой скорости и в горку, то будет слышно, как там все прямо стучит и пыхтит. Я в таких ситуациях предпочитаю переключаться в спорт-режим, чтобы было больше крутящего момента именно на низких оборотах, и тогда байк едет легче. Хочу ли я пересесть на обычный мод со сцеплением и более мощным двигателем? Не буду скрывать, что подумываю об этом, но пока не прошел год, хочу докататься, посмотреть, все ли я про него поняла, или есть еще какие-то открытия, которые мне предстоит сделать. Кстати, цепь через 500 километров была в отличном состоянии, так что если вы собираетесь ездить в основном по трассе, а не гонять по пескам и болотам, то это вообще отличный вариант. Тут тебе и информация о количестве топлива в баке, и прямо на экран выводится средний расход, и сколько километров ты за свой последний трип накатал, и лампочки загорятся, все, которые нужно будет, если будет на то причина, но лучше, если нет. А еще надо признаться, что байк меня реально сделал сильнее, потому что раньше перекатывать его даже через маленькие преграды для меня было большой проблемой. Сейчас же я чувствую себя на нем более чем уверенно, и я очень благодарна мотоциклу за то, что он смотивировал меня, можно сказать, начать серьезнее заниматься своим телом, укрепление своей мускулатуры. И чем сильнее ты физически, тем увереннее, как ни странно, ездишь на мотоцикле. Мне было его сложно и поднять, и развернуть, и перетолкать, в общем, не чувствовала себя на мотоцикле так уверенно, как мне бы того хотелось. Так что вот еще один хороший плюс в сторону мотоцикла. Важно понимать, что то, что хорошо одному, может совершенно не понравиться другому. Поэтому я рекомендую все пробовать самому. Даже если кажется, что вы уже посмотрели добрый десяток роликов с обзором Honda 750 и точно все про нее поняли. Найдите способ самостоятельно на ней покататься, и я надеюсь, вам она понравится. Кстати, я нашла сервис по аренде мотоциклов, так что если будете у нас на Колыме, в данном случае я имею в виду Лос-Анджелес, то загляните по ссылочке в описании, там можно и Хонду на пробу взять, и кучу других мотоциклов попробовать. Это, кстати, вообще не реклама, а просто дружеский совет. Не знаю, есть ли похожие сервисы где-нибудь в СНГ, но я думаю, что этим тоже можно пользоваться.
Расскажите, если пользовались, и свои впечатления. В общем, я надеюсь, мое видео было вам полезным, и вы с удовольствием его посмотрели. Даже если не собираетесь ездить на мотоцикле, напишите мне, какие еще вопросы или мысли возникли после просмотра этого видео. Берегите себя на дороге. Всех целую, пока!